Итак, короткие секции с резким переходом цвета. Вот вам конкретные примеры, что может получиться. На левом фото мы видим два мотка. Верхний как раз вот этот радужный, о котором мы уже говорили. Нижний – это носочная пряжа. Носочная пряжа как раз часто нам так нравится своими цветами в мотке. И вот что потом получается именно в мозаике. Мы все-таки рассматриваем мозаичное вязание. Я хотела вам посмотреть, показать на примерах, что получится. Красивые цвета, нет вопросов. Тут и черный, и синий, и горчичный, и винный, все замечательно. Вот я связала небольшой образец из центра. И посмотрите, поскольку секции очень короткие, то этих секций не хватает, как правило, на один ряд, даже на самый маленький. И получается вот такое вот очень рябое полотно. Тут даже белый фон его не сильно спасает. Даже если бы он был молочным, все равно не сильно бы спасло. То есть, сам рисунок немножко распадается из-за того, что, на фигуры этого рисунка не хватает одного и того же цвета. То есть в центральном элементе, например, у нас уже там левый квадрат, он горчичный, правый элемент полугорчичный, полукрасный, получерный и так далее. Я помню, когда я выкладывала видео на эту тему когда-то в YouTube, там в комментариях писали, что нет, нам нравится, мы так и хотели, все классно. Это замечательно. Если вы так и хотели и вам нравится, замечательно. Но для тех, кто сомневался и хотел бы посмотреть сначала, что получится с такой пряжи, вот вам конкретный пример. Мне не очень понравился этот фрагмент. Вот второй фрагмент мне понравился больше. Почему? Потому что тут как раз более растянутый цвет. Соседи сами по себе более близки друг к другу, чем в левом примере. И поэтому получилось из центра хоть и такое тоже вполне себе цветное полотно, но смотрите, как плавно переходит, как получается, как языки пламени такие из центра выходят. Эти цветовые переходы, их хватило, видите, на ряды, и получилось такое полосатое полотно из центра, но оно не такое рябое, и рисунок не распадается. То есть мы четко видим вот этот центральный элемент, который очень красиво переходит от темно-синего к рыжему через красный цвет. То есть вот это соседство оттенков здесь лучше, чем в левом фрагменте. Хотя вот этот ряд, где у нас рыжий цвет, не рыжий цвет, горчичный цвет, вот видите, он разбит. На самом деле в этом ряду у нас крестики, а из-за того, что горчичного цвета не хватило на несколько рядов, здесь рисунок преобразился, и мы здесь видим уже не крестики, а только половину этих крестиков. Но это уже детали и нюансы. Просто имейте в виду, что носочную пряжу там, с короткими секциями для мозаичного вязания хоть крючком, хоть в полоску не очень я рекомендую, потому что могут быть вот такие вот сюрпризы. Вы можете очень увлечься рисунком, и, к сожалению, рисунок потонет вот на такой вот цветовой пряже.